В Лингапуре самые большие лингамы в Камбодже находятся. Вот как, например, вот этот лингам. Вот. Ну все, друзья, сейчас начинается реальное приключение, потому что вообще не знаю, доеду я или нет. Ибо еду я достаточно медленно, 40 километров в час. Опа! Все. Вот это была кочка. Я потерял шлем. Ах, ну я сейчас совсем уже в глушь заехал. Это прям глухая глушь, ребят. И я уже не уверен, успею ли я домой сегодня. Ну ничего, заночую здесь. Тут, в принципе, не проблема. Того, что... Чего себе, сказала я себе. Вот, видите, чуть не упал. Вот это джунгли. Ух ты. Вот это заколдованный лес. А вот это пирамида. Да. Разные они все разные. Смотрите, здесь у нас Шива на Нанде, на быке. Под ним Гаруда. Потрясающий барельеф. Посмотрите на вот это 3D. Всем привет, друзья! Вы на канале Мир на блюдечке, а канал Мир на блюдечке находится сейчас в древней Лингапуре, в проклятом городе, более известном под названием Ко Ке. Начинаю я свой ролик вот с этого изумительного лингама. Ну, не зря же этот город назывался Лингапура. Да, город, как нам говорят, 10 века, на самом деле это не так. Вполне возможно, что этим постройкам более 1000, может быть, даже более 2000 лет. К сожалению, по эрозии нам не определить возраст. А в Лингапуре самые большие лингамы в Камбодже находятся. Вот как, например, вот этот лингам, составляющий единое целое вот с этим постаментом. И вопреки расхожему мнению, это не часть скалы, как многие считают, что ну это просто из части скалы выпирающей вырезали лингам. Нет, ребята, это постамент, отдельный постамент, который здесь находится, не является частью скалы. Какие его размеры? Давайте проверим. На самом деле я еду сейчас совершенно другой объект, который находится в 20 километрах к северу от Лингапура. Поеду я по вообще непонятно какой дороге. Дело в том, что мы в прошлом году с Андреем пытались как-то попасть в этот объект. В итоге ничего у нас не получилось, мы заблудились. И хорошо, что хоть не умерли вообще. Но сейчас я нашел другую дорогу, которая обещает быть несколько лучше, чем та дорога, по которой мы тогда пытались ехать. Дорог, естественно, в Гугле никаких не проложено, маршрут туда Google не прокладывает вообще, в принципе. Вот, поэтому приходится изучать спутниковые карты и потом пытаться как-то ехать по этим дорогам. 20 километров, они, я не знаю, могут занять и 2 часа вполне. Ну ладно, сейчас я просто хочу измерить вот этот постамент, потому что я его сам никогда еще не измерял, хотя я был здесь уже раз 100, наверное. Ну давайте попробуем хотя бы как. Честно говоря, даже не знаю как, потому что, ну давайте так, это будет очень относительно, плюс-минус там 10 сантиметров. Сейчас протянем. Так, ну 3 метра у нас вот здесь закончились. Ой, не хочу ничего тут повредить. 3 метра где-то здесь закончились. И вот тут еще где-то 80 сантиметров. Ну, то есть примерно вот так вот 3,80. Ну, не считая вот этого еще выступа, наверное. Нет, вместе с этим выступом, да. Ну, то есть 3,80 на 3,80. В какую он высоту, сложно сказать, потому что, ну... Тут нет еще дна, тут это где-то 170 сантиметров, 3,80 на 3,80 на 170, да. Ну и там сверху еще лингам, который представляет собой единое целое. Ну что ж, давайте теперь отправимся в поездку. Пожелаем мне удачи, я надеюсь, что сегодня-то все сложится. Да, друзья, забыл же вам сказать самое главное про Лингапуру. Именно здесь находится знаменитая пирамида смерти, о которой тоже, безусловно, у меня есть видео на канале, поэтому я сейчас туда не поеду. У меня же сегодня задача еще вернуться, понимаете? Мне же надо еще до заката солнца желательно вернуться домой. Почему до заката солнца? Потому что в темноте по Камбодже ездить нежелательно. Можно влететь в какую-нибудь яму. Знаете, тут дороги не очень-то освещены, вернее, вообще не освещены, как правило.
Ну вот, так что времени у меня мало, и я надеюсь, что у меня все получится. Так, и вот здесь мы съезжаем с туристической дороги и отправляемся навстречу коровам. Смотрите, какая черная, ничего себе. Потрясающе. Маленькие такие, маленькие. Ну, подойди, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Не, боятся. Слишком взрослые. Маленькие ничего не боятся. Вот, ну все, друзья, сейчас начинается реальное приключение, потому что вообще не знаю, доеду я или нет, так как даже на спутниковых картах эту дорожку еле видно. Что уж там говорить. Об обычных картах, где их вообще нет, этих дорог. Вот, это я отправляюсь из древней Лингапуры. Смотрите предыдущее видео. Там я как раз про Лингапур очень много рассказываю. Это город с неизвестной историей. То есть та история официальная, которая написана, она, к сожалению, не имеет никакого отношения к реальности. Были проведены исследования с помощью лидара этой местности, и выяснилось, что этот город Лингапура занимал не площадь 81 квадратный километр, там, кстати, тоже какое-то здание древнее, мегалитическое, но мы сейчас не будем останавливаться, потому что у нас сегодня другая задача. Забыл, что я там вам говорил уже. Здание меня отвлекло. Вот, да. Считалось ранее, что этот город занимал площадь 81 квадратный километр. Прям так точно посчитали. Но сейчас оказалось, что он был в несколько раз больше. Каких же он был размеров, теперь уже никто не знает. Ничего никому не известно. Опа. Опа. Одной рукой-то рулить опасно. Песок. А можно и улететь. Ну вот пока, в общем-то, пока еду правильно. В общем, ехать мне километров 20, да? И как долго я буду ехать эти 20 километров, я не знаю. И вообще, доеду ли я туда, куда я хочу доехать, это тоже очень и очень большой вопрос. Ну, здесь вот люди поселились не так давно. Вообще эта местность считалась проклятой. Ну, тут школа, кстати. Наверное, да? Что это было? Школа. Так, по-моему, я уже свернул не туда. Давайте проверим. Ага. А нет, все правильно, да? Все правильно. Да, люди поселились не так давно, так как местность считалась проклятой, да, долгие годы. Именно поэтому здесь было очень удобно грабить во время гражданской войны, то есть 70-е, 80-е, 90-е годы. Здесь нещадно разграблялись все эти храмы, вывозилось все самое ценное за границу. Так что, друзья, все очень грустно. Но вот сейчас здесь проходят раскопки, очень активно начали раскапывать, много интересных артефактов находят. Вот посмотрите предыдущее видео, оно как раз и посвящено новым раскопкам, которые только-только начались, только-только начались. Что нас впереди ждет, мы даже представить себе не можем, а вот меня впереди ждет, судя по всему, ухудшение дорожного покрытия, по крайней мере, я это вижу уже. Ну да, ну все равно норм, кстати, вполне. Ну, во влажный сезон я бы сюда, конечно, не поехал. В общем, первая цель у меня деревня Самбур или Самбор. И вот от нее уже я не знаю, как ехать, да, до вот этой деревни, в принципе, я чувствую, дорожка будет вот такая приличная. Ну вот, а дальше не знаю. Все очень сильно заминировано в этой местности. Здесь на самом деле был огромный город. Здесь самые большие лингамы в Камбодже, действительно колоссальных размеров, гигантских размеров. И
все заминировано, поэтому искать пока никто ничего толком не может. То есть сначала... Что там было? Я ничего не уронил. Нет, вроде. Наверное, на веточку наехал. Ладно. Вот. Никто ничего особо не ищет, потому что еще надо все разминировать. Ну, на самом деле, очень много дамб. Судя по всему, я тоже сейчас по дамбе еду, по древней, потому что я вижу вниз спуск справа и вниз спуск слева. Дамбы, кстати, были у древних здесь, в Камбодже, очень и очень мощные. То есть там 100 метров в основании, это как здрасте. Это вообще без проблем. Есть дамбы покруче, 200-250 метров в основании. Сейчас у нас середина января, и все выглядит, конечно, очень печально. Да? Видите, траву все выжгли, крестьяне этим занимаются. Здесь, кстати, интересные деревья, они поджигают траву, крестьяне, а деревья при этом не горят. То есть я много раз здесь видел самые настоящие пожары, которые, по идее, должны были бы перекинуться на деревья, но нет. Максимум дерево может обуглиться, но на следующий год вы уже даже следов не найдете этого обугливания. Вон пацаны местные едут на велике. Сурово на меня посмотрел пацан. Видать, тут вообще чужие не ходят, не ездят, я так понимаю. Так вот, еду я в комплекс Чуан Срам, так он называется. Комплекс неизвестного века, ну его так решили обозначить примерно 10-11 веком, ну как обычно. Ни разу там не был, то есть для меня это в первый раз, поэтому посмотрим. Изучался он только в начале 20 века, с тех пор там никаких археологов не было. Тут сплошной детский сад, я смотрю, на великах катается. Вон еще один пацан с чупа-чупсом проехал. Взрослых не вижу. Так, главное, чтобы шлем у меня не вылетел из корзины. Удобно, конечно, мне нравится в этом мотобайке, что у него есть корзина. Я когда его покупал, корзины не было. И я потребовал, чтобы установили. Я говорю, а как без корзины? А как я на базар ездить буду, друзья? Вы что? Ну, не только для базара полезна эта корзина. Ну и вот, например, туда можно положить шлем, когда он не нужен. А он сейчас мне, собственно, не нужен. Ибо еду я достаточно медленно, 40 километров в час. Опа! Все. Вот это была кочка. Я потерял шлем. Я потерял шлем. Я знал, что это случится. Я чувствовал это. О, видали? Оставил след. Ну, приятно. Но это не значит, что я его надену. Это значит, что я его обратно положу. И, может быть, поеду просто чуть медленнее и чуть внимательнее. Ну, видите, одной рукой, когда рулишь, то когда ты уже въезжаешь в яму, то поздно маневрировать. И вот представьте себе, да, вот здесь кругом какие-то постройки, которые под землей. Что там вообще под землей, мы даже не знаем. Но, по крайней мере, лидар показал, что тут, конечно, под землей чего только нет. Ну вот я и доехал до деревни Самбор, а сейчас я, ребята, выключаюсь, потому что буду искать дорогу дальше. Вот, друзья, интересную штуку нашел. Смотрите, древний водоем. Дело в том, что к северу от Куке
находился искусственный тоже водоем, но не такой прямоугольный водоем, как мы обычно видим в Камбодже, а там просто была северная дамба, которая перекрывала ток реки. И вот я сейчас тоже нахожусь на дамбе. Вы видите, какой глубокий спуск, да? Вот эта дорога, она тоже проложена на древней дамбе, сверху древней дамбы. Видите, там тоже очень глубоко вниз уходит. Ну вот, вот такая вот сумасшедшая совершенно водная инфраструктура была в древней Камбодже, о которой, опять же, ни слова ни в одной надписи нет, ни слова. Хотя вот эта водная инфраструктура, она впечатляет значительно больше, чем любой мегалитический храм, потому что здесь масштаб работ какой-то совершенно несопоставимый с тем, что мы знаем. Ну, о древних людях, да, что они там, я не знаю, ходили полуголые, молились своим богам, так что вряд ли подобные люди могли построить что-то в этом роде. То есть, ну, это просто потрясающе. И вот это все раньше никто особо даже не замечал, вернее, замечали, но никакого особого значения этому не придавали. То есть, ну да, потрясающие, конечно, дамбы, бараи, барай это водоем, да, по-кхмерски, и так далее, но никто не понимал масштаба, и только вот съемки с помощью технологии лидар показали истинный масштаб всего этого, ну и он, собственно, совершенно непредставимый, да. Раньше никто даже и подумать не мог, что самое-то главное в Камбодже – это не мегалитические здания, а вот эта колоссальная инфраструктура водная, которая, скорее всего, старше даже мегалитических храмов. Ну, по крайней мере, официальные ученые уже к этому постепенно приходят. Ну ладно, едем дальше, мне еще ехать и ехать. Вот, я доехал до моста. Сейчас буду по нему переезжать. Хочу посмотреть, был ли здесь в древности тоже мост. Давайте посмотрим, что тут вообще внизу есть. Ну, сложно сказать, да? Тут у нас просто песчаник. Эдакий порог, да? Из песчаника. Сейчас, видите, воды довольно-таки мало, потому что сухой сезон. Я так полагаю, во влажный сезон здесь водичка вполне себе течет. Ну, пока ничего искусственного не вижу. Может быть, тут и не было в древности никакого моста. Вижу много выходов песчаника. Перескочить? Давайте Ой, нет, я не пойду туда, скользко, блин. Перескочишь, поскользнешься, я уже нет, спасибо. Я уже на песчанике один раз чуть насмерть не убился. На скользком. Теперь я уже аккуратнее стараюсь. Ну, не знаю, сложно сказать. Если тут и был в древности мост, то мы его следов не видим. А жаль. Песчаник, кстати, для строительства всех этих объектов брали здесь непосредственно. Ну, не здесь конкретно, да, а как раз вот по берегам вот этой речушки находятся каменоломни. Я до них еще не добирался. То есть это тоже такие совершенно слабо исследованные объекты, и я туда обязательно доберусь, но это надо опять же специально ехать. А, кстати, тут может что-то и было действительно, потому что латерит — это выходы латерита или это эродированные блоки латерита. Похоже больше на эродированные блоки. Да, то есть нет, все-таки здесь что-то было, возможно, как раз мост и был. Ну а что, они летали, что ли? Древние-то тоже ж не летали, да? Так, ладно, надо мне заглянуть и примерно понять, где я, кто я. Интернета здесь уже нет, но карты-то работают. Ну, судя по всему, все еще прямо ехать, не знаю. Здесь все так запутано. Ладно, поедем.
На самом деле я только сейчас доехал до этой деревни Самбур. Здесь, кстати, есть интернет, что меня очень порадовало. Наконец-то смог нормально изучить карту. И теперь я уже понимаю, куда мне ехать. Ну вот, до этого места я сейчас вот ехал где-то полчаса, кстати. Вот по вот такой вот ужасной дороге, по которой ехать можно. Ну вот сейчас я еду 30 километров в час. Ну вот, это и то опасно. Несколько раз чуть из седла не вылетел. В итоге надел шлем, потому что надоело его ловить. Ну вот, сейчас вот себе проложил дорогу до поворота. Ну вот, там уже поверну и вроде бы как должен добраться до места. Коровы, кругом коровы. Не коровы, а горбатые быки зебу, правильно говорить, да? Люди приезжают в Камбоджу и спрашивают, что у вас такие худые коровы? А я говорю, а это не коровы. Это, говорю, другой вид животных. Называется он горбатый бык зебу. Конечно же, родственник коровы, но жир не накапливает. Такие вот они. И, кстати, используют не только в пищу, а в глухих деревнях. Но я сейчас совсем уже в глушь заехал. Это прям глухая глушь, ребят. Вот. Так вот, в глухих деревнях их еще используют в качестве тягловых животных. Вот недавно был тоже в глуши, несколько в другом месте, далековато отсюда, где-то 2 часа ехать отсюда на машине. Вот, так там я видел коровью упряжку из 2 коров. Они до сих пор используются для вспахивания полей. Ну, собственно, как и буйволы, да, буйволы их же в пищу здесь не употребляют. Хмеры считают, что буйволиное мясо невкусно. Нет, ну кто-то употребляет, конечно, я ж не говорю, что все. Но в общем и целом буйволов предпочитают не есть. Вот. И их используют как тягловые животные для вспашки полей. Ну, кто-то, конечно, и ест. Ну вот, как бы большинству кхмеров не нравится мясо буйвола. Ну, это то же самое, как и с собачьим мясом, да. Ведь в Камбодже тоже немало людей, которые едят собачье мясо, но это далеко не большинство. О, коровка. Прикольные они такие, ласковые, но пужливые. Только самые маленькие подходят, не боятся, а те, что подстарше, подростки, они уже разбегаются в стороны. Когда ты к ним подходишь, боже мой, вот это дорога, блин. Я не знаю, видно вам или нет на видео. Это не стиральная доска, это в 100 раз хуже. Стой. Люди там. Еще и песок. Тормозить нельзя практически. Нет, ну как, я подтормаживаю, но стараюсь этого не делать, потому что так, на 3-й передаче здесь тоже, наверное, стоит ехать. Потому что заносит заднее колесо, когда в песке тормозишь. Большая деревня, кстати. Очень большая деревня. Интересно было бы мне знать, что это за люди, которые здесь живут. Вот много собак. Как много собак. О, Господи, щенята. Не надо бросаться мне от колеса. Так, ну все, друзья, у меня, видите, телефончик слетел. Надо его поставить обратно. И, пожалуй, хватит уже здесь снимать. Давайте уже поеду побыстрее как-то, что ли. Вот еще один экзотичный мост. Друзья, опс, нужно было внизу проехать, но я зачем-то решил по мосту. О, так прыгнул, аж ногу свело. Вон машинка, видите, поумнее меня внизу поехала. Да, такая дорога. Я, честно говоря, думал, я
там за полчаса доберусь, наивный чукотский юноша. Ну, в итоге, наверное, 1,5 часа как минимум я потрачу. И я уже не уверен, успею ли я домой сегодня. Ну ничего, заночую здесь, в принципе, не проблема. Не здесь, нет, не подумайте, не в этом редколесье. Тут не джунгли, да, тут у нас эдакое редколесье. Вот, здесь я ночевать, конечно, не буду. Здесь есть прекрасный ресорт возле Фуке. Так, у нас нормальный мостик, деревянный. О, такая вот речка. А впереди буйволы ходят, давайте их догоним, что ли. Или они вот нас уже убегут, пока мы тут едем по этим кочкам. О, решил посмотреть, кто там едет. Ну, вот они, монстры. Вон их сколько там, смотрите. Ух, это тут тьма. Вон они. Красавцы. Скажите, красавцы. Обожаю. Обожаю этих буйволов. Интересно, они вот на минах не подрываются? Или, вернее сказать, как часто они подрываются на минах? Потому что они ходят везде, где хотят. Слушайте, а дорога становится совсем не томной. Если это дальше так будет продолжаться, то вообще непонятно, вернусь ли я до Фуке сегодня засветло. Я вот тут в темноте вообще не хочу ехать, честно скажу, потому что местность дикая, черт кто знает, может тут дикие слоны ходят. Ну а что? Кто от этого застрахован? Никто. С дикими слонами я не хотел бы встретиться. Нигде. Сейчас я еду до следующей деревушки. Следующая деревушка Прейвенг называется. И вот от нее уже буквально рукой подать до вот этого комплекса Чуансрам, который относился вот к этой вот Лингапуре. И понимаете, я уже еду тут сколько? Час, да? От северной границы, бывшей северной границы этого города, как думали историки. Но оказалось, что то, что они считали городом, оказалось всего лишь его центральной частью. Ну, это типа как выкопали бы Кремль, да, и сказали бы, вот была Москва. А потом провели съемки с помощью лидара, говоря, не, она раз в 100 больше была. Ну, вот примерно такая же история здесь сейчас в Камбодже происходит, когда съемки вот эти вот лидарные показывают, что тут все было гораздо большего масштаба. Это зона редколесья, вот видите? То есть если в районе Анкора у нас зона джунглей, и там растут вот эти потрясающие диптерокарпусы, вот эти вот гигантские деревья, да, которые всех поражают, кто приезжает в Анкор. Здесь таких деревьев и в помине нет. Здесь редколесье. Саванна. То есть раньше здесь когда-то росла высокая трава, ну, собственно, она здесь растет. Но не в таких масштабах. Ну вот, в принципе, можно посмотреть. Тут в 2 роста человека некоторые травинки. И вот так вот выглядела эта местность. Здесь бродили дикие леопарды, дикие тигры, дикие слоны. В общем, местность была еще и очень опасная. Ну, сейчас, вот, к сожалению, с дикими животными все очень грустно, так как люди заняли их территории. Ну как грустно? Мне не грустно, знаете, вот так вот ездить, зная, что на тебя не нападет дикий слон, гораздо приятнее, чем, скажем, если бы я ездил по Индии, вот по таким вот местам, да, и постоянно боялся бы встречи со слоном.
Ну, с тигром, конечно, встреча не так опасна. Ну, и с тигром тоже не хотелось бы встретиться. По крайней мере, испугаться точно можно. Вот, все. Позвольте, я все-таки сейчас вторую руку буду использовать для того, чтобы... Ничего себе, сказала я себе. Вот, видите, чуть не упал. Повредил вот эту хреновину. Ничего страшного. Ой, друзья, я уж как только не падал, знаете. Это все фигня. Вот зеркало разбил, кстати. Тоже здесь, в этих же краях. Так, все, ладно, хватит снимать, дайте мне доехать уже. Ну вот, остался последний этап. Буквально пара сотен метров через лес. Надеюсь, что дорога будет нормальной. Вот главная дорога. Ну, здесь она как прекрасно выглядит. И посмотрите-ка, просто хайвей какой-то. На самом деле, конечно, нет. Вот, а сейчас мы сворачиваем туда. Давайте попробуем, да? То есть можно, по идее, в объезд поехать, но здесь значительно короче. Поэтому понятно, что мы поедем там, где короче. Да нормальная дорога вообще. Отличная. Просто супер дорога. Ой, друзья, я аж немножко дрожу. Да ну нафиг, тут песок такой, меня так заносит. Не буду больше снимать. Я просто хотел сказать, что я весь дрожу от нетерпения. Так хочется увидеть этот объект. Я так много о нем слышал. Вернее, так много о нем читал. Археологических отчетов. Ну, вернее, как археологических отчетов? Вот тех самых из начала 20 века. Ну и вот сейчас мы с вами вместе его увидим. Друзья, мы доехали. Вот остаток пути пришлось ехать прям по рисовому полю, но недалеко. Вон он впереди, стену вижу. Офигеть, друзья! Вот это счастье! Да, вот это место, где не бывает никто. Ну, кроме местных жителей. А он гигантский! Ни хрена себе! Простите за выражение. Где мне припарковаться-то? Давайте я дальше проеду. Вот это да! Слушайте, я всякое ожидал увидеть, но такие масштабы я, честно говоря, не представлял себе. Это реально огромная какая-то история. О, кстати, здесь какие-то эти тяпки, не тяпки. Здесь за порядком следят уже хорошо. Да, друзья. Нет, просто бамбуковые палки какие-то стоят. Вот это да! Видите, написано просад Чинсрам. Вообще Чоансрам, я видел, его называют. Тут Чинсрам. Да. Я даже не знаю, с чего начать. Я, честно говоря, немножко в шоке от того, что я вижу. Потому что я вижу вообще какие-то огромные здания слева и справа. Вот это, судя по всему, главный вход. Все окружено какой-то мощнейшей стеной из латерита. И мало того, это, говорят, еще и пирамида. Не я говорю, заметьте, не я. Давайте заглянем, что там. Ух ты! Тут китайский бамбук растет. Его специально, что ли, высаживают? Я не понимаю. Вот это джунгли. Ух ты! Вот это заколдованный лес. Слушайте, ну и красотища. Вот уж о чем я точно не жалею, это о том, что я сюда попал. О, слышу какой-то трактор вдали. Слушайте, прям потрясающе. А как это вообще построено? Ой, сразу меня вот интересно посмотреть на кладку. Ну, кладка, конечно, как обычно, была когда-то идеальная, да, все блоки ровненько нарезаны.
Ладно. И с той стороны тоже такая же история, да? Да. А вон проход, кстати. Вот представляете, здесь туристов не бывает вообще. Я имею в виду иностранных, да? Местные-то вот как-то добираются сюда. Сюда на машине теоретически проехать можно. Теоретически. Ага. Здесь у нас бассейн. Очевидно, с той стороны тоже был бассейн. Бассейн, окруженный стеной. Вон там тоже стена идет из латерита. Посмотрите, она вокруг этого бассейна получается. Ну, давайте дойдем до угла. Нам будет понятно. Блоки мощнейшие. Латерита. Не маленькие кирпичики, да, как могло бы показаться. А прям хорошие блоки. То есть вот с этой стороны, да, снаружи мы видим торец блока. А блок идет на всю стену. Это признак, конечно, древности у нас всегда, да? Чем больше камень, тем древнее постройка. Вот это была когда-то крестообразная платформа, четко видно. Вот, видите, идет тыц, тыц, тыц. Вот такой выступ, да? Ну и сзади мы тоже должны такой же выступ увидеть. Вот мы его и видим. Вот, вот он идет. Ну, очень типично для кхмерской архитектуры, да, крестообразные платформы перед входом. Так, я хотел дойти до угла и посмотреть. Ну да, посмотрите, бассейны находятся перед зданием, и при этом они окружены латеритной стеной. Вот это чудеса. Вот это чудеса. Какое атмосферное место, слушайте. Вот в Коке, в этом, все постройки, все эти объекты, они очень атмосферные. Кстати, к этому храму, к Чуансрам, примыкает еще два огромных водоема. Один слева от него, в той стороне, а другой справа от него, в той стороне. Так вот, эти водоемы, они, как говорят исследователи, были построены раньше, чем вот этот храм. А этот храм у нас датируется уже X веком, да, то есть этим водоемам может быть там и 2, и 3 тысячи лет. Никто не знает, сколько им лет, но они совершенно точно не относятся к этому комплексу, потому что они расположены так, ну, что это видно, да, во-первых, они развернуты на 90 градусов, так не бывает. Ну и во-вторых, центры не совпадают, по осям он не совпадает. Водоем, ни тот, ни другой, по осям не совпадает с комплексом. То есть это, очевидно, более древние водоемы, а этот комплекс был при них уже построен. Вот для чего им нужны были эти огромные водоемы? Ведь большой водоем, он, я так измерил, примерно километр на полкилометра. Вы представляете себе? Это же не просто вырыли яму, друзья. Это геометрически правильный водоем. И это дамба. Это отсыпанная дамба. То есть это не какой-то там... Я, наверное, туда не пойду. Ничего я там свежего не увижу. То есть это не какая-то там, да, не какой-то пруд для ловли карпов. Это прям технологическое устройство какое-то. Иногда просто дамба, иногда эта дамба еще и облицована латеритом. Ой. Знаете, не чудеса ли? Ух ты! О, бамбук. Ух ты! Вот это красота! Неземная красота. Что ж нас там внутри-то ждет? Я даже боюсь себе представить. Знаете, оттягиваю момент посещения самого комплекса, потому что, ну, если уж здесь фантастика, то там, что нас ждет, я совсем не знаю. Ну, вот таких вот, конечно, бассейнов, огороженных стеной из латерита, я не видел нигде. Если меня смотрит какой-нибудь такой же увлеченный исследователь Камбоджи,
и он где-то такое видел в Камбодже, то пусть, пожалуйста, напишет в комментариях. Потому что я такого не видел. Это вообще что-то совершенно новое. Ой, ходить через этот бамбук очень неприятно, потому что он колючий. И эти колючки за тебя цепляются. Ну вот. Фу, слушайте, ну редко я испытываю такой душевный подъем. Не понимаю даже, в чем дело. Простите. Не понимаю даже, в чем дело. То ли от того, что я вижу, то, что я вообще никогда не видел, ну, офигеваю, опять же, от масштаба, то ли что, то ли энергетика здесь какая-то особенная, но прям очень классно себя чувствую. Так, ну что ж, давайте вернемся к мотобайку. Ну, в общем, слева у нас, как вы поняли, такая же история. И вот мы сейчас заходим, здесь была крестообразная платформа. Очень сильно надеюсь, что тут все разминировано, потому что здесь по-любому были какие-то бои, и красные кхмеры здесь были по-любому. Забор, конечно, мощнейший, но это древний забор, друзья, ну это прям, тут уже не поспоришь. Это не пахнет никаким 12 или 11 веком, это пахнет прям какой-то невероятной древностью. Ну, у нас датировки-то как? На основе надписей на камне, на которых никогда не написано ничего о строительстве, а только лишь об освещении, о посвящении и тому подобное. Здесь, кстати, бассейн не сохранился, как вы видите. Здесь он весь под землей. Он, конечно, был. Ну что ж. Как мне нравится вот эта Камбоджа. Вот куда ни приедешь, везде что-то новенькое. Но здесь прям уж совсем новенькое. Такого я не ожидал. Зачем было огораживать эти бассейны стеной, да? Не давали людям купаться, что ли? Ну, конечно, это что-то технологическое было, а не какие-то там... Ой, господи, какой только глупости не услышишь от этих историков, знаете, там типа символизирует мировой океан. Да, фантазеры. А здесь, кстати, интересно, оказывается. Тут прям очень хитро все. Смотрите, оказывается, бассейны не просто огорожены. Ну вот она, основная стена комплекса, кстати, недораскопана, да, сильно недораскопана. И вот там бассейн, где мы гуляли, да. Вот она, это огромная территория. Так вот, забор, он здесь продолжается, да, то есть вот он полностью охватывает всю эту гигантскую территорию. И дальше здесь зачем-то бассейн специально отгородили. Ну вот так вот это выглядит на плане. И такого я не видел нигде, а забор, конечно, высоченный. Забор, конечно, высоченный, если учесть, что тут как минимум еще, может быть, 2 метра вниз, то этот забор будет у нас высотой, ну, метров 6-7. То есть серьезная крепость. Серьезнейшая крепость. Ну вот лотосы, которые венчали этот забор. Идеальные совершенно лотосы. Вот, с отличной проработкой. Все эти пропилы, каннелюры, или как их назвать. Угу. Ну и вон там где-то далеко-далеко он заканчивается. Я что-то встречал, по-моему, 60 на 80 метров, но это, по-моему, только площадь вот этого вот центрального объекта, да, а не всей площади. Здесь, конечно, площадь гораздо больше, да, тут не 60 на 80. 60 на 80 это, очевидно, касалось вот этой внутренней конструкции. Ну что ж, давайте зайдем с главного входа и приготовимся удивляться.
Вот такие вот сокровища, друзья, прячутся по всей Камбодже. Вы что думаете, это один такой комплекс, который не посещается туристами в силу недоступности? Тут рядышком есть еще один потрясающий, но сегодня я туда уже не попаду, поэтому мне придется совершить сюда еще одну вылазку, к сожалению, в следующий раз. Ну и вот мы стоим перед центральной башней. Сейчас пойдем там посмотрим на пирамиду. Ну что, заходим. Кстати, на самом деле, вот это вот главная гапура, гапура это входной павильон, очень напоминает гапуру королевского города в Анкор-Томе. Здесь, кстати, барельефы тоже из земли торчат. Здесь, конечно, копать, копать и копать. Если доверять классификации принятой, да, то вот эти вот балясины, они у нас как раз относятся примерно к X-XI векам. Эти большие расстояния, да, между кольцами, они как раз характерны для более древних построек. Здесь, кстати, не допилили, смотрите. Вот, то есть эти блоки тоже на месте обрабатывали. Это латерит у нас, да, это блок латерита. Вот они наносили декор, но не нанесли его до конца. Вот, видите, оборвалась работа у них. Да, что здесь интересно, это то, что не было найдено ни одной статуи и ни одной надписи. Вернее, одну надпись здесь обнаружили, но ее никто не расшифровал. Я, кстати, не знаю, где она. Она должна быть где-то, может быть, здесь, может быть, дальше. Но попробуем найти. Так, здесь, конечно, у нас темнота. И тоже, видите, недообработанные блоки. Не снят верхний слой. А блоки у нас лежат, наверное, как обычно, идеально, да? Ну да, опять полигональная кладка. Сейчас, подождите, я возьму фонарик. Так невозможно, а вдруг дальше тоже будет темно. Сейчас возьмем фонарик, чтобы все видеть. Вот, видите, полигональная кладка, как обычно. Как обычно, блоки были идеально подогнаны друг к другу, но тут немножко подразошлось все. Здесь никто ничего не реставрировал, ну, кроме, может быть, тех людей, которые пришли сюда позже. И которые, может быть, здесь какой-то реставрацией и занимались. Пакет кто-то бросил. Ну да, местные-то люди, конечно, сюда приезжают. Вау, вот это пирамида! Да! Друзья, раскопана ли она до конца? Ну, конечно, нет, потому что, посмотрите, здесь забор, насколько низко расположен, да? И здесь тоже песчаник прямо в земле. Нет, такого не может быть, конечно же. Да, кстати, надо вам сказать, что песчаник у нас это, как правило, облицовка, да? То есть ядро здания это, как правило, всегда латерит. Латерит для тропического климата, он просто идеальный строительный камень, именно вот для стилобатов, для всяких постаментов. Он очень хорошо выдерживает все эти изменения погодные в течение года, да, то сухо, то мокро. Ух, балясины гигантские. Подобные балясины мы в комплексе Бен-Мелея тоже встречаем. У меня есть видео из этого комплекса. Вот вам, пожалуйста, следы резца. И это следы засыпа. Вот, расчищали его, как я уже сказал, французы. Да, больше этот комплекс никто не трогал. Это так называемое длинное здание. Длинные здания здесь по периметру расположены. Подобные же длинные здания мы видим, например, в пирамиде Преруб, мы видим в храме Бантейсрей. Ну, вообще, вот в храмах, которые датируются X веком, да, мы видим как раз вот эти длинные здания. Совершенно непонятно, для какой цели они были предназначены.
То есть тут никаких мыслей нет, а оно гигантское. Давайте подойдем ближе, может издалека-то вам непонятно, что оно гигантское. Вот. Очень мощная такая постройка. Преруб, Бантей-Срей, да, это все находится очень далеко отсюда. Это район Анкора. То есть в 100 километрах отсюда. Больше, чем в 100 километрах отсюда. А вот, кстати, обработка дверной коробки очень безобразная, что свидетельствует, скорее всего, о более поздних постройках. То есть, может быть, вот эти длинные здания как раз и были построены позже. Ну вот в том самом X веке. В том самом X веке. Сейчас поднимемся на пирамиду. Это у нас, судя по всему, библиотека. В библиотеке это здание неизвестного предназначения, которые французы когда-то так обозначили, думая, что это были библиотеки, но от этой мысли они потом отказались, а библиотеки так и остались библиотеками. Из кирпича построенная, то есть, скорее всего, опять же, более поздняя постройка. То есть здесь старая постройка у нас, это вот эта колоссальная пирамида. Колоссальная пирамида. Ух ты, какие колонны. Что это я там даже на них внимания не обратил. Ну, не масштабные, конечно, прям не огромные, но все равно из одного блока песчаника. Здесь что? Здесь рылись. Что-то, наверное, нарыли. Да, Камбоджа – страна пирамид. Не устаю повторять в каждом своем видео. И тут какая-то такая круглая история. Какое-то навершие. Вот это чья-то ступня какого-то божества. И тоже интересный блок. Вот с таким вот прямоугольным отверстием. Ну все, я пошел наверх. О, хорошие ступеньки какие. Очень удобные ступеньки. Говорят, что 2 ступени у этой пирамиды, что, конечно, не так. Потому что, скорее всего, здесь еще, наверное, есть 1 ступень, которая сейчас находится под слоем засыпа. Кирпич, ой, поскользнулся. Кирпичи вот типичные. А это не кирпич. Я думал, это кирпич, это песчаник. Хотел сказать, типичные для Коке очень большие кирпичи, но вот они. Такие мощные кирпичи. Но все равно кирпичи мы относим, конечно. А вот 3-я ступень, чего тоже же есть. То есть мы видим 1, 2 и 3. То есть они вот это за ступень не посчитали, да? Ну, может быть, и все 3 тогда на поверхности. Боже, какие тут барельефы. Ну, во-первых, смотрите, какой интересный песчаник с такими белыми вкраплениями. Даже не знаю, что это. Ну, какой-то такой сорт песчаника. А здесь у нас, боже, потрясающий барельеф. Посмотрите на вот это 3D. Это вообще никак не уступает барельефам из храма Бантей-Срей, которые считаются самыми искусными. Но это ничем не уступает. Вот это то, что невозможно повторить в наше время, ребят. Здесь мы видим кого-то на слоне. На слоне у нас обычно бог Индра. Тут вообще непонятно. Да, такое ощущение, что это какой-то вообще демон. А вот здесь у нас бык, соответственно, это был Шива, но Шиву кто-то забрал себе домой. Видите, его не просто уничтожили, его просто каким-то образом выбили, чтобы украсть. Ну, здесь тоже кто-то нас... Ну да, конечно, это же демон какой-то, Асура. Лицо-то у него, да? И при этом он на слоне. Ага, а на слоне у нас обычно бог Индра. Фу, Господи, потрогать это чудо дорогого стоит, друзья.
Приезжайте, я вас сюда тоже свожу, если не боитесь ехать. Ну, прекрасный декор. Ой, не знающий себе равных. Фальшивые двери. Я прям такой глубокий декор на фальшивых дверях даже не припомню в других местах. Фу, какое удивительное место. Да, сюда надо приезжать часа на 3. Я чувствую, что это точно не последний мой раз. Вау! Здесь, к сожалению, ну вообще вам видно, да? Хоть солнце светит, но вам видно. Там наверху как раз бог Индра на слоне. Ну и тоже вот такой вот изумительный барельеф. Вон там пятиглавый наг, видите? Я сейчас руку немного удлиню. О, как-то мне попроще снимать. Пятиглавый наг. Кто там наверху? Похож на Гаруду. Да, похож на Гаруду. Наверное, Гаруда и есть. И здесь с левой стороны, да, точно, сразу видно, что это Гаруда. Гаруда на наге. Ну, типичный такой сюжет. И здесь, смотрите, трехголовые наги у нас. Вот, по сторонам. А здесь внизу тоже у нас идут трехголовые наги. Ага. Класс. Просто класс. Какой глубокий барельеф. Боже мой, а колонны-то мощные какие. Здоровые такие колонны. Ну вот, видите, тут декор шел-шел и закончился. Но, может быть, так и задумано. Может быть, здесь просто чем-то должно было закрываться. Понятно, что кирпич, скорее всего, это более поздняя история. Но врать не буду. Может быть, они так и строили, да? Мы не можем этого отрицать. Мы не можем говорить, нет, если кирпич, то это позже построили. Ну, какие ваши доказательства? Какие ваши доказательства? Никаких. Поэтому, знаете, предполагать можно все, что угодно. Но в чем смысл-то этих предположений? Хотелось бы более точных сведений. Да, тут везде эти барельефы невероятные. О, ветки. Уберем их нахрен отсюда. Вот так вот. Немножко обнажим барельеф. Это, конечно, замылился. Это, конечно, сильно замылился. Ну ладно. Да. Так. Ну вот, третий уровень пирамиды тоже весь в глубоких барельефах, прям очень глубоких, что тоже не так уж часто встречается. Прям красотища. Внизу тоже, видите? И он дальше еще вниз уходит. Вот здесь, смотрите, все. Места живого нет. Места живого нет от декора. И вот внизу вот такой типичный декор. Это то, что у нас встречается в зданиях 7 века, например, 8 века. Это у нас датируется 10 веком. А вот этот вот элемент я встречал как раз наиболее часто в постройках, которые датируются 7-8 веками. Слушайте, тут много прям башен-то было, видите? Ну вот, посмотрите на план, да. Здесь, кстати, 4 таких квадрата. Мы еще не сходили на ту сторону. Сейчас сходим и посмотрим. Якобы бассейны только вот в тех квадратах, в которых мы были, а в 2 других квадрата без бассейнов. Опять. Очень похожий барельеф, да, на то, что мы видели. Здесь тоже было божество, которого нет. Но здесь нет ни нагов, никого. А может, там и не было божества. Может, там, ну, посмотрите, это чисто цветочный орнамент. А с другой стороны, вон молящиеся наверху. Да, то есть, наверное, тут все-таки было божество какое-то. Да, уровень высочайший здесь, конечно. А тут вот кто-то зачем-то долбил песчаник. Ну, сам по себе он так расколоться не мог. Вон, посмотрите, то есть кто-то специально это долбил. Интересно, зачем? Да, блоки тоже мощные, на которых нанесены эти барельефы. О! Господи, только бы не упасть здесь. Ну да, я вижу, вот там дальше тоже квадрат идет.
То есть это туда далеко еще уходит. Эта история. Давайте посмотрим на этот барельеф. Разные, они все разные. Смотрите, здесь у нас Шива на Нанде, на быке. Под ним Гаруда. Шива, Гаруда, все перемешалось. Гаруда — это же у нас ездовое животное бога Вишну. Никаких признаков Вишну мы здесь тоже не видим, да, но мы видим вот это все. Безумие. Безумие, каменное безумие, друзья. Я сюда приеду еще раз. Ну и всех призываю присоединяться ко мне. Ну что, поднимемся на самый верх? Оп. Главное не скатиться вниз. Ух. А как я слезать буду? Скользко. Ну, в общем, подняться-то я поднялся, а увидеть ничего не увидел, да? Особенного тут ничего нет. Ну, вон блок с барельефом валяется гигантский. Тоже. Давайте уж спущусь, тогда не буду здесь ходить. Еще листва эта дурацкая. Я так понимаю, что здесь, конечно, есть какие-то люди, которые все это расчищают. Не проходим мимо еще одного барельефа, где мы видим уже бога Индру, потому что, видите, трехголовый слон Айравата. Вот 3 головы и Индра. И дальше вот это безумие опять. И мухи кусучие, блин, всю голову уже искусали. Знаете. Вот как это делали. Мне в комментариях иногда приходят странные люди, которые говорят: да, это же ерунда, это же мягкий песчаник. Во-первых, твердый песчаник, а во-вторых, вы попробуйте хотя бы в мягком камне вот это вырезать. На самом деле песчаник очень хорошо подходит для вот такой вот мелкой резьбы в силу своей структуры, но для этого надо подобрать, конечно, и сорт песчаника соответствующий. Вот сам блок, на котором нанесен барельеф, посмотрите, вот он начинается, вот он идет. И вот он туда уходит. Такой вот буквой Г гигантский. Гигантский блок. Чего уж там. Давайте его высоту измерим. Кстати, вот эти вот кусучие мухи, они почему-то вот именно здесь, в саванне, водятся. Не знаю, бедные коровы. Как они вообще выживают с ними. Так, как бы тут поставить? Кирпич какой-нибудь взять. Слушайте, ну кирпичи здесь, конечно, невероятные. Вот это пол кирпича, блин. Они невероятные. Они просто гигантские, эти кирпичи. Так, сейчас я попробую установить. Я хочу посмотреть, сколько он хотя бы в высоту-то, чтобы вы понимали размер. Это у нас 90 сантиметров он в высоту. А то так на видео-то не поймешь, да? Ну вот, а в длину он 186. Ну, почти 1 к 2, да, пропорции. Почти. Ну, а в глубину нет смысла мерить, потому что он буквой Г. Ладно, пойдемте дальше. Да, вот так вот сверху, конечно, смотрите, вообще обалденно. Вот, как я уже упомянул, не было найдено ни одной статуи. Ну вот, кроме вот этих вот чудесных, да, каких-то наверший, не было найдено ни одной статуи и ни одной надписи. Кстати, по поводу надписи я вот не посмотрел, потому что написано, что якобы
Надпись из 7 строк, не расшифрованных до сих пор, находится в Восточной Гапуре. А мы же только что там были. Он, кстати, потрясающий постамент был, посмотрите. Посмотрите вот на это. Но это какая-то очень механическая обработка, друзья. Вот вручную никто бы так не смог сделать, потому что мы имеем примеры постаментов более поздних, которые сделаны вручную. Вот, нам есть с чем сравнивать. Так вот, эти люди, хотя они все еще и обладали этими остатками технологий древних, и пытались все делать так же, как они, то есть и полигоналку, и все вот это, да, и в том числе изготавливать постаменты, изготавливать иони, но у них ни черта не получалось, они все корявые, как я не знаю что. И это четко можно всегда различать. Древняя работа или просто старая. Тут нету, да, никакой надписи. Что-то меня в заблуждение ввели. Нету здесь нигде. Ну, то есть где-то она, может быть, тут и есть, но мы сейчас искать не будем. Тем более, кто из нас знает древнекхмерский. Это А. А Б, я так полагаю, что это надпись, скорее всего, еле читаема. Ну, иначе ее бы уж давно расшифровали. Кстати, древнекхмерский, либо старокхмерский, да, он же на сколько? Процентов на 40, по-моему, состоит из санскрита, из санскритских слов. И до сих пор в кхмерском языке очень много санскритской лексики. Ну, особенно в языке, на котором разговаривает высшее общество кхмерское. Там очень-очень много санскрита. Она тоже мощная колонна песчаника. Вот отверстие, кстати, неизвестного предназначения, которое мы видим везде, и в Анкоре, и в Коке. И вот здесь они, вот здесь, например, выше, да. Зачем они были нужны? А здесь они тоже есть сбоку. Смотрите, как она интересно выглядит. О, как будто выплавили. Ну, черт возьми, как будто выплавили. Ну ладно. Стена как новенькая. Это говорит опять же о большой древности, потому что именно вот древние умели подбирать правильный камень. Вау, ну и пирамида. Ну и пирамида. Понятное дело, что французы это здание не характеризовали как пирамиду. Они, как обычно, храм-гора. Ну, очевидно, как-то вот, чтобы никто не проводил параллели с Южной Америкой, либо с Египтом. Это очень смешно. Официальные ученые, это, конечно, стыд и позор иногда. Ух ты! Классно, как выглядит вот этот конус. Да, этот конус вставлялся когда-то в постамент, да, вот, то есть это перевернутая история, но я таких красивых никогда не видел, они обычно выглядят очень безобразно. И если честно, по-моему, я впервые вижу вот такой идеально обработанный конус. По-моему, я впервые вижу. Да, слушайте, ну прям идеально сделано все. Вот эта ровная геометрия меня, конечно, поражает, а меня еще больше поражает, когда люди не видят в этом ничего особенного. Ну, просто люди плохо разбираются во всей этой истории древней, да? Мало что видели, ну и поэтому иногда несут какие-то глупости. Но, видите, это подъем на пирамиду. Так, ну а здесь у нас выход. Тут, конечно, у нас барельеф вообще плохо сохранился, но был он такой же искусный. Какие мелкие детальки, конечно, потрясающе. Так, ну давайте сейчас посмотрим, что здесь. Так, здесь очень затхлый запах, прям вообще офигеть. Какой затхлый запах. Посветим. Ну, там ничего интересного. Видно, что тут раскапывали, да, все это пространство. Вот. Здесь очень странно выглядит, да? Как
будто не снят слой. Ну, они же как? Они укладывали блоки, а потом срезали верхний слой. Это мы видим постоянно на всех недостроенных зданиях. Здесь вот видите, какие следы интересные оставили древние. Вот гвоздем такое не оставишь. Это ровный след, да, он просто ровный. Песчаник у нас, ну вот этот конкретно песчаник, я думаю, в районе 6 по шкале МОСа, то есть это гранитная твердость. Здесь мы видим, каким образом они снимали лишнее, да, вот, тоже с помощью вот таких вот каких-то полосок. Вот они шли и здесь не дошли. А что это за инструмент, что за грабли такие? Мы не знаем. Давайте выйдем отсюда. Упс. Вау. И посмотрим назад. Да. Потрясающе. Ну и вот эти еще 2 квадрата, которые мы еще не обследовали. В них, как утверждают французы, бассейнов нет. Но, честно говоря, я бы так не стал бы доверять, потому что на самом деле они могли быть. И я даже думаю, что они, скорее всего, были. Ну, просто, ну, засыпаны землей, что ж. Всякое бывает. Боже, сколько еще в Камбодже вот таких вот комплексов. Заброшенных, гигантских. Хотел сказать, никому не нужных. Нам с вами нужных. Нам с вами нужных. Ну вот здесь вот был выход, и, наверное, что-то было. Может быть, стена замыкалась здесь. Может быть, стена здесь не замыкалась. Ну, вряд ли тут был такой свободный проход. Зачем тогда вообще все стены-то городить, да, если оставлять свободный проход? Ну, а если пойти дальше, то, наверное, мы тоже... Ну, вот я вижу блок латерита, он, возможно, от стены. Но я предполагаю, что тут внизу тоже может быть дорога из латерита. Ну, сверху уже глина, и дальше идти смысла нет. Вот в той стороне находится маленький водоем, а в той стороне находится большой водоем. Но я не вижу смысла к ним ехать. Я обязательно их покажу, когда я поеду в следующий раз снимать следующий объект, до которого здесь ехать, кстати, всего лишь 6 километров, но там дороги вообще нет. То есть там какая-то узкая и пропадающая иногда тропинка. То есть иногда через рисовые поля ехать надо. В общем, я, честно говоря, сегодня не готов на этот подвиг, потому что мне еще сейчас отсюда обратно возвращаться. Поэтому я, пожалуй, уже поеду домой скоро. Сейчас еще поснимаю короткие видео, минут 15-20, и все, надо делать ноги. Так что, друзья, приезжайте в Камбоджу, чтобы увидеть все это своими глазами. Я от вас ничего не скрываю, я вам все покажу. Любой объект из тех, что у меня есть на канале, вы можете посмотреть видео на канале. Если вам что-то особенно понравилось, то ради бога обязательно поедем, обязательно посмотрим. Ну, где-то можно просто на машине проехать, где-то только на мотобайке. Если вы умеете водить мотобайк, это здорово. Если вы не умеете водить мотобайк, вы один, то я вас возьму просто на заднее сиденье с собой. Если вас двое, ну, наймем хмера с мотобайком, и все, решим этот вопрос. Вообще не проблема. Вот, так что пишите, друг Аркадий, @Яндекс.ру. Подписывайтесь на телеграм-канал Друг Аркадий обязательно, потому что там очень много интересных статей. Я публикую не часто, но когда есть время, то пишу. И подписывайтесь на Boosty, поддержите нас финансово, 200 рублей в месяц, грубо говоря, цена чашки кофе, да, а нам это очень сильно поможет, потому что все это стоит больших денег на самом деле. Все эти наши выезды. Может, сегодня мне и ночевать здесь придется.
Соответственно, придется еще и за отель платить. Ну ладно, ничего страшного. Ну все, друзья, всем пока и увидимся в Камбодже.